Итак, друзья, всем привет! Добро пожаловать в студию Aquadream. Ну что, вы, наверное, заметили, что изображение немножко другое, не такое, как обычно. У меня случилась беда с прошлой съемки из-за высокой влажности. Я не положил свою камеру в специальный бокс. Из-за этого в линзе образовалась плесень, что меня жутко расстроило. У меня никогда такого не случалось. Но это была моей ошибкой, так что линзы обязательно нужно всегда класть в специальный бокс, где поддерживается низкий уровень влажности. Поэтому сегодняшнее видео я не хотел откладывать до ремонта своей камеры, и я записываю его на свой телефон. Поэтому я очень надеюсь, что меня хорошо видно, хорошо слышно. И сегодня у нас новый проект маленького нанокубика. Вот он у меня здесь. Внутри уже растения подготовлены, те, которые я буду сажать, но об этом попозже. Он всего лишь 20 на 20 сантиметров, маленький кубик. Я долго думал о том, использовать ли в нем фильтр. Сначала я хотел сделать его без фильтра, так как его размеры совсем маленькие, но потом я вспомнил, что давно еще я покупал очень маленький нанофильтр, который я тоже позже вам покажу. И я думаю, что его как раз для этого аквариума я и буду использовать. Так как все место у меня в студии занято, поставить и сделать этот аквариум было негде. Если помните, у меня здесь был эксперимент маленького аквариума с семенами. Кстати, об этом я вам сейчас расскажу. Поэтому поставил временно его сюда, здесь я его сделаю, а стоять он у меня будет, сейчас покажу где. Итак, стоять он у меня будет вот здесь, на этой полке. Здесь пока еще есть место, есть где освободить для новых аквариумов. Если помните, маленький проект с семенами, вот этот у меня был. В общем, я про него совсем забыл. Вот здесь, значит, не все семена взошли. Какие-то взошли, вон они выросли аж уже до поверхности. Как я закончу сегодняшний проект, этот аквариум я также заполню водой и буду следить за ним, как будут себя вести растения. Ну а если помните, самый первый мой эксперимент с другими семенами. В общем, поначалу они взошли, все было красиво, все было хорошо, красивый был зеленый коврик. Ну а вот сейчас посмотрите, что случилось. В общем, со временем под водой эти растения начали просто вылезать из субстрата, начали терять листья. В итоге я полностью убрал воду, засыпал еще раз эти же семена, и они уже вообще не взошли. В общем, вывод следующий. Не покупайте семена, все это полный развод, это не работает. Со вторым своим экспериментом с другими семенами я еще посмотрю, будут ли они приживаться под водой. Так как у меня освободилось от этого эксперимента место, и у меня есть от него свободная лампа, значит, нужно будет что-то вот из этого аквариума уже сделать нормальное, без всяких семян, с нормальными растениями. Итак, из растений сегодня у меня в использовании это Монте-Карло. Далее вот здесь один горшочек карликовой сагиттерии. Дальше, что у нас здесь? Дальше вот такой вот мох. Название его Рикардия. Очень красивый мох. Очень медленно растущий. Посмотрим, как он себя поведет. Далее Anubias Nano Petit. Мой любимый. Дальше травка Hair Grass. Вот такая. И вот такая коряшка с мхом. Я ее купил в магазине. Она уже была облеплена мхом. Вот ее тоже будем использовать. Далее со скидкой вот такого не очень свежего вида, но все же там за копейки, за какие-то мне продали. Марселия вот такая. Много мне ее не надо было, поэтому аквариум маленький, поэтому подсадим вот те остатки, которые есть здесь. Также у меня здесь мешок с лилиопсисом. Кстати, это растение мне отдал друг, неиспользованное. Так что растений много на такой размер, даже слишком. Посмотрим, какие лучше всего будут смотреться. Плана особо у меня нет по скейпу. Посмотрим, как будет получаться и какие растения больше подойдут. Ну что, поехали. Кстати, забыл рассказать про фильтр. Вот такой маленький фильтр, совсем обычный. Я думаю, что все такой встречали.
Я его модернизировал, добавил разные фракции губок внутрь, добавил вот этого материала для заселения бактерий и также вон туда. То есть совсем маленький, миниатюрный, как раз подходит для такого аквариума. Итак, примерный план следующий. Первым слоем, как всегда, будет речная галька. Здесь будет в углу коряга, обложена камнями. То есть весь hardscape будет вот примерно вот так по диагонали. А здесь будет песок с декоративными камушками. И, скорее всего, я добавлю субстрат в этот угол, потому что я думаю, что, возможно, я добавлю еще гемиантуса перлуид, который у меня очень разросся вот здесь, кстати. Просто заросли его. Может быть, я обрежу небольшие пучки и подсажу их сюда. Кстати, он очень хорошо поможет на первых порах нового аквариума для быстрой стабилизации биосистемы. Песок я буду использовать вот такой коричневый. Разные фракции. У меня есть покрупнее и еще крупнее камушки. Так, чтобы было красивее и натуральнее смотрелось. Субстрат я буду использовать местного производства. Это местная фирма, которая также производит разные жидкости, такие как бактерии. Бактерии я использую этой фирмы. Посмотрим, должно быть хорошо. Камни я буду использовать вот такой черно-вулканический. У меня разного размера они. Я попросил в магазине, чтобы мне разбили большие куски на маленькие. Так что подберем нужные. Итак, ну и первый слой у нас это речная галька. Я ее уже промыл. Вот такого количества должно быть вполне достаточно. Начинаем. Итак, теперь засыпем субстрата. У меня, кстати, два вида субстрата. Я вот этот нашел еще. Я его разбил на мелкие фракции, но он такой глинистой консистенции, местного производства тоже. Поэтому его засыпем первым слоем и закроем это все обычным аквариумным соевом. Сейчас поработаем над хардскейпом, установим нашу коряжку с мхом и камни. Итак, теперь досыпем субстрата на заднюю часть. Так, теперь время для песка. Засыпем большую часть на передний план и немножко прикроем субстрат со всех сторон. Добавим немножко песка покрупнее, в основном в части вокруг камней. Ну а теперь совсем крупных камушков, также совсем чуть-чуть
вокруг камней. Итак, ну а теперь самое интересное и самое сложное – посадка растений. Начну я с посадки всех ковровых растений, всей травки, также Монте-Карло и мха на наши камни. И последним в завершении я все-таки посажу на задней части до фильтра. Вот так вот будет идти наш Гимиантус перлуит, который я обрежу из другого аквариума и подсажу его на всю заднюю часть. Потом, когда он будет расти, я его буду стричь по форме этой коряги, вот так вот, с уходом вниз. Должно смотреться красиво. Итак, для посадки всех ковровых растений я наберу воды примерно на сантиметр-два, чтобы проще было их сажать. Растений много, посмотрим. Главное не переборщить. А все хочется посадить, потому что оставлять я не люблю. Хранить мне особо негде растения. Поэтому посмотрим. Так, начнем мы с саджитерии. Посадим ее прямо вокруг всей деревяшки. Так, теперь подсажу лилиопсиса. Далее хочу высадить hairgrass вот здесь вот. Вот по этой части. Здесь будет прямо такая полянка. Травки hairgrass оказалось недостаточно. Вот
в этот угол рядом с фильтром, потому что гимиантус я здесь сажать не хочу. Загораживать фильтр он будет, заход воды. Поэтому здесь должно быть что-то низкое. Вот здесь лилиопсиса еще посажу. У лилиопсиса очень развитая корневая система. Очень плотная, хорошая, поэтому немного я подрезал корни, чтобы легче они вошли в субстрат. Кстати, когда режешь лилиопсис, запах лилиопсиса напоминает мне запах кинзы. Очень схоже, вкусно. Итак, теперь настало время Монте-Карло. Монте-Карло я хочу посадить между камнями. Там у меня субстрат. Везде, где только осталось место, я хочу максимально его попробовать там посадить. Там ближе всего доступ ему будет к питательной подложке. В передней части сажать его нет смысла, там субстрата нет. Скорее всего, он там расти хорошо не будет. Теперь настало время нашей Марсилии. Ее совсем чуть-чуть. Поэтому посажу ее маленькими кусочками везде по кругу. Итак, теперь время для мха. Мхом я хочу облепить все камни. И анубиас. Вот думаю, куда бы его деть. Наверное, анубиас я разделю на маленькие кусочки, потому что все должно быть совсем маленькое. А анубиас я прикреплю к нижней части нашей деревяшки. Там он должен очень красиво смотреться. У меня получилось 3 маленьких кусочка. Вот таких. Сейчас я их приклею. Кстати, совсем забыл купить клей. У меня остатки совсем чуть-чуть. Надеюсь, хватит и на мох, и на анубиас. Фу, ну все, друзья. Все растения почти посажены. Одно осталось. Это задний план. И туда пойдет наш гимиантус, который сейчас я сначала состригу с одного аквариума и посажу пару кустиков на задний план. Все, друзья, наконец-то готово. Осталось залить водой и запустим фильтр. Но перед тем, как заливать водой, я поставлю этот аквариум на свое место и потом уже начнем заливать. Обязательно добавляем бактерию и кондиционер для воды и сразу перемешиваем, заодно собираем кусочки растений.
друзья, по-моему, получилось очень красиво. Мне очень нравится, я жутко доволен. Посмотрим через 2-3 дня. Я сделаю финальное видео, когда вода станет кристально чистой. Пока она мутновата, фильтр работает хорошо. Правда, ему долгое время понадобилось, чтобы начать работать в полную силу. Пришлось ждать минут 15. Но сейчас все хорошо. Ну что, завтра с утра я рано приду и поменяю 50% воды. Также буду продолжать менять воду. О том, как я ухаживаю за молодыми аквариумами, смотрите в описании у меня под видео. Ну а если вам понравился этот проект, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. До сих пор только 30% подписаны на мой канал, 30% зрителей, 70% смотрят, но не подписываются. Друзья, вам ничего не стоит, нажмите кнопочку подписаться. Также ставьте лайк и пишите свои комментарии, что думаете по поводу этого скейпа. Также подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм и увидимся снова в новых проектах, а может путешествиях, кто знает. Пока-пока. Почти на все материалы, которые я использую для аквариумов, я для вас нашел на AliExpress, которым вы в России можете пользоваться. Так что, чтобы сэкономить ваше время, в описании под всеми моими видео сможете найти список и ссылки, на которых можете заказать все предметы и материалы.